Погрузитесь в мир комфорта и эстетики с премиальной мебелью от Boca Room. Скачайте каталог наших диванов и подберите решение для вашего интерьера. Boca Room – новый стандарт мягкой мебели в России. Друзья, здравствуйте! Наша сегодняшняя история начинается в курортном городке Бад Аузе. Это такой небольшой городок в центре Австрии. Уютно, горы, чистое озеро, опрятные маленькие домики, живут уважаемые люди. В общем, городок этот не зря был любимым курортом Эрнста Кальтенбруннера. Это был такой шеф управления безопасности Третьего Рейха. И есть легенда, что именно здесь немцы при отступлении спрятали огромные запасы золота. И якобы даже после войны тут обнаружили целые дома на фундаментах из золотых слитков. Ну, это, конечно, бредовая легенда, но она основана на реальных событиях. Действительно, после войны в подвале виллы Кальтенбруннера нашли десятки ящиков с золотыми слитками. А после того, как нацисты арестовали, его сосед нашел ящики с золотыми монетами, буквально в навозной куче у себя в огороде. И таких историй в 50-е было прям очень много. Золото Бад Аузе — это только часть большой истории о загадочном золоте Гитлера, о золотых поездах, о гигантских тайниках, о наполненных золотом подводных лодках, которые пришлось где-то затопить. Часть этих историй реальна, часть мифы. Давайте сегодня попробуем разобраться, что правда, а что нет. Начнем с простого вопроса. Правда ли, что в конце войны у нацистов были несметные сокровища? Часто можно услышать возражение, мол, ну какое золото-то? К весне 1945 года вся экономика Рейха развалилась, все до копейки было потрачено на войну. Ну, это отчасти правда. Экономика и госбюджет нацистской Германии действительно лежали в руинах. К концу войны страна тратила на военные нужды 75% своего ВВП. Что это значит? Это значит, что рейхсмарка почти ничего не стоила. На внутреннем рынке главная валюта — это сигареты, алкоголь, ну и продукты питания. Но это государственные деньги. А еще у нацистов была параллельная экономика. Это запасы золота и драгоценностей, вывезенные с оккупированных территорий. Это золото, которое отняли у заключенных в лагерях. Это золото режимов союзников, ну, например, вроде Югославии, потому что правители этих режимов бежали в Германию и возили с собой капиталы. Деньги эти невероятные. Ну, вот простой пример. Австрийский аншлюз, 1938 год. В тот момент золотой запас Третьего Рейха составляет 15 тонн золота. А к июлю 1945-го через Рейхсбанк прошло 920 тонн золота. То есть золотой запас Германии увеличился в 61 раз. А есть ведь еще банкноты, предметы искусства и все то, что в Рейхе не документировалось. По самым скромным оценкам, к весне 1945-го гитлеровская Германия владела золотом, драгоценностями и предметами искусства общей стоимостью 30 миллиардов долларов. Это в 3-5 раз больше, чем годовой ВВП любой европейской страны в 1945 году, включая Британию. Ну или, например, включая Советский Союз. Можно сказать, что Рейх в тот момент — это самая богатая страна. Да, экономики нет, а страна богатая, потому что большая часть этих богатств, конечно, краденая. Здесь надо сделать небольшое отступление. Значит, госбюджет, с ним все понятно. Экономика Германии обрушена. То, что государство Германии наворовало и сложило, значит, в Рейхсбанк и в хранилище, тоже понятно. Но была же еще ведь и третья составляющая. Нам представляется, что Рейх работал как единая машина. Значит, здесь концлагеря, тут экономика, здесь оружие строили, и все было подчинено только одной цели — захвату мира. Но это, конечно же, не так. Потому что разные части экономики Германии курировались разными людьми. У этих людей под ними были целые кланы. Ну, например, вот сидит Гиммлер, под ним СС и структура концлагерей. Что это значит в реальности? Приезжает к нему какой-нибудь глава ИК Фарбин Индустрии и говорит: Генрих, слушай, мне тут надо набросить 10 тысяч
рабочих рук. Мы тут строим производство, а взять людей неоткуда. Ты же понимаешь, война. Может, вы там отпишите нам из Заксенхаузена 10 тысяч? Он говорит, ну, конечно, отпишем. Что же не отписать-то? Понятно, что руководство концерна за это дело Гиммлера благодарило. Может быть, даже не только самого Гиммлера, а чиновников, которые еще и под ним сидели, и которые контактировали с чиновниками концерна. Геббельс. Ну, у нас принято говорить, как там, пропаганда Геббельса. У нас была шикарная программа, посмотрите ее. Но ведь Геббельс курировал всю медийку. Что это такое? Это театр, это радио, самое главное, и это кино. Помимо того, что уже притча во языцах, Геббельс ставил своих любовниц на роли, это все понятно, да? Из госбюджета на кино выдавались огромные деньги, которые растворялись в подконтрольных компаниях. Кроме этого, когда мы говорим о музеях, из музеев выкинули все то, что называлось дегенеративным искусством, то, что в концепцию арийской культуры не вписывалось. Но часть предметов, естественно, оседала в домах чиновников. Ну и самое, наверное, главное, самое показательное, это Герман Геринг, который был главой Люфтваффе. Он же не только был главой Люфтваффе, он выстроил огромный концерн, который клепал оружие, куда входили сталелитейные заводы, производство. Это была огромная госкорпорация. И, по словам очевидцев, виллы и частные дома главы Люфтваффе, они просто, что называется, разрывались от предметов роскоши, от невероятных предметов искусства, от картин, от гобеленов, от ваз и так далее и тому подобное. Сколько всего было, никто не знает, потому что это же все дарили, это все передаривали, это все стояло в разных домах, потом кто-то это покрал, а кто-то успел это, значит, спрятать. Мы не понимаем, но это чудовищные астрономические деньги. Чтобы понять, куда пропало все это богатство, вообще давайте поговорим о том, как это богатство, как это золото попадало в Берлин. Немцы начали копить золото еще до войны. Значит, оно приезжало в Рейх 4 путями. Ну, во-первых, национализация, точнее, ариизация. 1933 год, что происходит? Рейх начинает забирать у евреев бизнес. В первую очередь искали ювелиров и тех, кто торговал драгоценными металлами. Сектор этот традиционно еврейский и традиционно очень прибыльный. В апреле 1938 года всех евреев обязали зарегистрировать свое имущество, и если оно превышало 5000 рейхсмарок, обязательно это надо было задекларировать. Эта сумма включала личные украшения, золото, камни, а через год, прямо по этой описи, евреев обязали сдать все изделия из золота, платины, серебра и сдать драгоценные камни в государственные ломбарды. Государство, ломбард это подразумевает, что ты принес, тебе денег заплатили, да, за это? Но государство за это заплатило сущие копейки. И причем не заплатило, а деньги перевели на специальные, так называемые еврейские госсчета. Значит, евреи сдали нам свои камни, мы вам за это заплатили, но деньги перевели на ваши специальные счета. А счета тут же заблокировали. Так нацисты присвоили себе и золото, и деньги. Причем понятно, да, что по их немецким законам все было в процедуре права. Тут еще одно небольшое отступление. Простые немцы же тоже поучаствовали в этом. Были же аукционы, где конфискованные у евреев вещи продавались нормальным, значит, германским гражданам, арийцам. И вот все эти деньги тоже пошли в госбюджет. Вторая часть золотого запаса нацистов – это все, что вывезено из банков оккупированных стран. В 1938 году аншлюс Австрии. Сразу после ввода немецких войск в Вену эсэсовцы заняли здание Национального банка Австрии. Австрийский шиллинг привязали к немецкой рейхсмарке по самому невыгодному курсу. Нацбанк Австрии ликвидировали, а его активы перевели в баланс Рейхбанка. Нацисты получили 91 тонну чистого золота. И фактически это золото спасло Германию от дефолта. На тот момент официальные резервы Рейха уже истощились. Материалы для производства оружия немцы закупали за рубежом, и на это уходила огромная часть бюджета. Своего золота в Германии почти не осталось. Дальше Гитлер оккупирует Чехию. Чехи грабежа сдать не стали, они увидели, что произошло в Австрии. Еще до оккупации они перевели 80 тонн золота в британские банки. Немцы заняли Прагу в марте 1939 года, поставили руководство Чехословацкого национального банка под автоматы и заставили их отправить официальный приказ в Лондон. В приказе говорилось перевести золото со счетов чешского банка на счет
Рейхсбанка. Банки Англии вроде бы должны были отказаться, но бумаги-то были официальные. И англичане сказали, что у нас есть банковский протокол, мы не можем его нарушить. И тонны чешского золота перевели прямо в руки Гитлеру. Когда об этом узнала британская пресса, начался просто колоссальный скандал. Но золото уже же уехало. И фактически частично немцы использовали его для подготовки к нападению на Польшу и к нападению на Францию. Поляки третьи были в этом списке, они уже понимали, какой будет сценарий. Когда армия Гитлера подошла к Варшаве, 70 тонн золота погрузили в автобусы и грузовики и по проселочным дорогам вывезли в нейтральную Румынию. Немцы начали давить на Бухарест. Задержите машины с польским золотом. Румынские власти пошли на хитрость. На словах они сказали, да, слушайте, мы сейчас это все запретим, мы не хотим никакого польского золота на нашей территории. На деле официальный приказ утопили в бюрократии. Пока все бумаги согласовывали, караван с польским золотом уехал до порта Констанц. Там его быстро погрузили на британский танкер, корабль ушел, и тогда Румыния наконец выпустила официальный запрет на транзит. К этому моменту польское золото уже переместилась в Турцию, а оттуда во Францию. Друзья, на прилавке вот-вот поступит новый номер чтива. И на этот раз мы решили поговорить о деньгах. За всю свою жизнь я ни разу не встречал людей, которые не считали бы деньги. Это все делают, и миллионеры, и студенты, и жулики даже. Это такая тема, которую можно обсудить буквально с каждым. Что есть в этом номере? Например, ответ на вопрос, почему мы вообще любим деньги, основанный, что называется, на уроках истории. Мы вспомнили, как формировался российский рубль, как строилась главная опорная точка капитализма, легендарная Уолл-стрит. Выяснили, как люди попадают на купюры. Составили рейтинг самых богатых людей прошлого. И, конечно, когда есть деньги, всегда есть те, кто хочет их украсть. На этих же страницах история самых удивительных ограблений 20 века. На обложке номера актер Алексей Гуськов. Он сыграл одну из главных ролей в сериале «Золотое дно». И вообще это человек с удивительной профессиональной судьбой. Сегодня за его спиной сотни ролей в кино и сериалах. Мы обсудили роль денег в жизни мужчины и то, как успешные продюсеры находят финансирование на свои проекты. Предзаказ номера уже открыт на Озон. В начале июня журнал появится в продаже. Ссылка на предзаказ номера в описании. Когда в 1940 году Франция капитулировала, правительство Виши отправило польское золото аж в Сахару. Официально, чтобы оно не досталось британцам. На самом деле, чтобы иметь козырь в торговле с немцами. В торговле за лучшие условия для Франции. И там это золото лежало до 1942 года, пока в Африке не высадились союзники и не захватили его. В итоге поляки, единственные в Центральной Европе, смогли спасти почти весь свой золотой запас. Ну и самая страшная часть золота, третья часть, это золото жертв, то есть тех, кто попадал в концлагеря. Когда человек прибывал в лагерь, его внимательно обыскивали. Забирали обручальные кольца, нательные кресты. Если кто-то сопротивлялся, могли палец вместе с кольцом отрезать. Дальше газовые камеры. После этого специальные зондеркоманды вырывали золотые коронки, золотые мосты. В одном только Освенциме такого золота добывали 9 тонн в год. Все изъятое золото отправляли в Рейхсбанк на имя некоего Макса Хайгера. Как потом окажется, такого человека никогда не было. Это был псевдоним, который придумали, чтобы скрыть происхождение золота. Еще в распоряжении нацистов было золото их союзников. Официально оно Рейху, конечно, не принадлежало, но по факту они же им распоряжались. А это тоже огромные суммы. Во-первых, золотой запас Италии. В 1943 году немцы взяли под контроль штаб-квартиру Банка Италии в Риме. На тот момент там ни много ни мало было, извините, 119 тонн золота. Это слитки, это монеты. Часть денег вывезли в Берлин. Во-вторых, золото хорватского диктатора Павелича. Когда его режим пал, лидеры и его сообщники сбежали, захватив с собой ценности на 80 миллионов долларов. Нацисты помогали перевозить это золото в Латинскую Америку. Ну, об этом мы еще поговорим попозже. Кто еще? Ценности казачьего корпуса СС. Это русские белые эмигранты, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. В конце войны корпус отступил из Югославии в Австрию и в Польшу. И прихватил с собой ценности еще с царских времен. Слитки золота, платина, золотые монеты, церковная
утварь, драгоценности. Что еще? Советское золото. Нацисты собирали золото у населения на оккупированных территориях. И, конечно, забирали золото из храмов и музеев. А еще им удалось вывести ценные промышленные материалы. Ну, например, технические алмазы и платину, которая ценилась выше золота. Но именно банковское золото Советский Союз успел эвакуировать. В первые же дни войны основная часть золотого запаса Советского Союза уехала из западных регионов и из Москвы в тыл, на Урал и в Поволжье. И там оно хранилось до конца войны. К лету 1944 года всем стало понятно, что песенка Гитлера в общем спета. В начале июня союзники высаживаются в Нормандии, отбивают у немцев Францию. В конце июня Красная Армия практически полностью уничтожила группу армий «Центр». Немцы потеряли Белоруссию, часть Польши. Фронт откатился на сотни километров к границам Германии. И вот тут руководство Рейха задалось вопросом: а что будет, когда мы проиграем-то? Чтобы иметь возможность продолжать борьбу после падения Германии, секретарь Гитлера Мартин Борман предложил объявить золото неприкосновенным запасом Рейха. Все драгоценности полностью вывели из государственного оборота. Дальше надо было их куда-то спрятать, чтобы золото было с одной стороны надежно спрятано, а с другой доступно. Основных путей было два. Часть золота точно нужно было спрятать на территории Германии. Нацисты не теряли надежды наладить отношения с американцами, и наличное золото здесь могло пригодиться. Вторую часть надо было вывести. Никто же не понимал, что будет завтра. Если удастся вывести часть золота контрабандой, тогда появится возможность использовать его в новой жизни уже после войны. Но уже через полгода стало понятно, что все, опасения оправданы. 3 февраля 1945 года американцы бомбят Берлин. 1000 самолетов закидало центр города фугасными бомбами. Главная цель — это министерство и это Рейхсбанк. Здание банка было сильно разрушено. Конечно, сейфы с золотом и ценностями не пострадали, они стояли глубоко в подвалах. Но стало ясно, что Берлин — место небезопасное. Золото нужно срочно вывозить и прятать. И так началась операция «Меркерс». 12 февраля 1945 года на вокзал в Тюрингии прибыл из Берлина необычный поезд. По меньшей мере 200 эсэсовцев охраняли 2 пассажирских и 13 товарных вагонов. Двери, окна, все наглухо заколочено. В тамбуре каждого вагона стоит пост вооруженной охраны. Все вагоны до отказа забиты ящиками с золотом, камнями, валютой, драгоценностями, платиновые ожерелья, браслеты, золотые часы. Еще до рассвета золото отвозят в местечко Меркерс, в район шахты Кайзерода. Это шахта, одна из крупнейших калийных шахт в мире. То есть, по сути, это что? Это настоящий подземный город. Значит, почему немцы решили прятать сокровища именно здесь? Ну, во-первых, шахта действительно колоссальная. Больше 400 километров тоннелей. Она очень глубокая. Некоторые шахты располагались на глубине до 800 метров. То есть никакая авиабомба того времени пробить не может. Шахты были действующими. Там работали мощные электрические подъемники, и была возможность быстро спускать прям буквально целый грузовик на глубину, и есть что быстро его поднять. Третья причина тоже важная. Из Рейхсбанка вывезли ведь не только золото и деньги, а еще и сотни бесценных предметов искусства, которые немцы наворовали из музеев Европы. А в шахте Кайзерода был прохладный и сухой воздух, то есть идеальные условия для хранения предметов искусства. Нацисты несколько суток загружали ценности в шахту и монтировали там массивные двери. А всего через 2 месяца Меркерс захватили американские войска. И местные быстренько сказали, что именно спрятано в шахтах. Значит, Меркерс прислали специальную группу секретной разведки и группу финансовых экспертов для оценки стоимости тайника. 6 апреля несколько экспертов в сопровождении офицеров пехотной дивизии спустились в шахту. Значит, лифт доехал на глубину 640 метров. Внизу 2 администратора шахты и представитель Рейхсбанка. Он сразу сказал: дорогие друзья, здесь находится золотой запас Германии. Сначала офицеры увидели 1000 ящиков с картинами. Ну, там, например, были шедевры Рембрандта, Тициана, Рубенса, Дюрера, Рафаэля. 12 000 ящиков с предметами искусства. В огромных подземных залах, представьте себе, стоят статуи, потому что их невозможно было упаковать в ящики, а размеры статуи не позволяли. Самое интересное было впереди.
в одном из боковых тоннелей нашли стальную сейфовую дверь. Это была так называемая комната номер 8. Друзья, очень короткая и очень важная информация. Я вас всех приглашаю. 7 июня в МТС Live Hall я буду в Нижнем Новгороде. Билеты по ссылке в описании. Приходите, пожалуйста, я вас всех жду. Немцы сказали, мы ее открыть не можем, у нас ключей нет. Тогда американцы заложили под дверь динамит. Когда осела пыль после взрыва, перед ними открылось невероятное зрелище. Обширный зал был заставлен кучей мешков. Потом их посчитали, мешков было не меньше 7000. В каждом мешке аккуратно лежало 2 золотых слитка. Каждый слиток весом 12,5 килограмм. Мешки были уложены рядами, а между ними стояли чемоданы. В чемоданах валюта, еще стояли ящики. В ящиках были украшения, снятые с жертв концлагерей. Масштаб находки был так велик, что пришлось вызывать главнокомандующих. И вот когда генерал Паттон увидел горы золота, он пошутил, что теперь у него хватит денег на новые танки для всей армии. Но в остальном, конечно, было не до шуток. Согласно Ялтинским договоренностям, Тюрингия должна была войти в советскую зону оккупации. Американцы немедленно начали вывозить золото, чтобы оно не досталось Советскому Союзу. Целых 3 дня огромные 10-тонные грузовики без перерыва вывозили золото и бабло из Меркерса во Франкфурт на Майне. Они действовали под усиленной охраной. 10 штурмовых авиаполков и несколько сотен бронемашин. Все сокровища поместили в подземное хранилище филиала Рейхсбанка, который находился уже в американской зоне оккупации. Все золото внимательно посчитали эксперты. Золото жертв, то есть кольца, кресты, золотые зубы, передали Международному комитету по делам беженцев. Это золото пошло на помощь пострадавшим от Холокоста. Слитки объединили в общий фонд. Это был фонд комиссии по реституции золота. О ней мы тоже еще поговорим. Да, чтобы закончить с золотом Меркерса, короткая ремарка. Ну, очевидно, что среди водителей грузовиков и экспертов были разные люди. И мы же с вами можем себе представить, что кто-то нет-нет, да и прихватил 12,5 килограммов слиток. А кто-то, может, и картинку уволок. Это все никто же не знал, что там лежит на самом деле. Поэтому, конечно, в конце выпуска я расскажу вам интересную историю. Сколько всего гуляет еще по миру из наворованного немцами, мы не можем себе представить. Но ладно, хранилище в Меркерсе — это, конечно, далеко не все золото нацистов. Это только часть того, что хранилось в Рейхсбанке. Еще было золото Гиммлера, было золото РСХА, организации, которая работала с врагами Рейха. Кроме этого, были личные драгоценности чиновников. Их судьба связана с человеком по имени Отто Скорцени. Ну, это совершенно идеальный нацист. В 1942 году он в рамках СС сделал специальную диверсионную группу для особых поручений. В 1943 году Гитлер поручил ему освобождение Муссолини. В 1944 году его диверсионная группа сорвала покушение на Гитлера. После этого фюрер просто поверил ему окончательно. И Скорцени стали доверять самые сложные, самые тайные операции. Мы обязательно сделаем выпуск об этом человеке. Значит, в конце войны Скорцени работает с шефом разведки Эрнстом Кальтенбруннером. По его приказу Скорцени и его группа прячет личные запасы драгоценностей и личные запасы золота верхушки СС. Геринг, о котором я вам уже говорил, распорядился устроить схрон в своей резиденции в замке неподалеку от Нюрнберга. Когда этот схрон нашли, из подземелья извлекли десятки килограммов драгоценностей. Например, 36 золотых подсвечников, огромную ванну из чистого серебра, картины известных художников, несколько ящиков коньяка многолетней выдержки. То есть вообще не брезговал ничем. Сам Кальтенбруннер за год почти до крушения Третьего Рейха арендовал ту самую виллу Вальдаузее. Арендовал, естественно, через подставное лицо. И в подвале этой виллы Скорцени оборудовал ему тайное подземное хранилище, с которого мы начали этот выпуск. Значит, в последние дни перед капитуляцией
мелкие партии золота распределяли уже просто среди местных жителей. И те закапывали их, буквально у себя на огороде. Нацисты верили, что они вернутся и заберут ценности. А может быть, просто боялись понести ответственность. Золото, в общем, кровавое. В мае 1945 года Скорцени руководит еще одной тайной операцией у озера Топлиц. Здесь с начала войны существовала секретная исследовательская база. Немецкие ученые и конструкторы проводили эксперименты с образцами новейшей техники. Например, глубинные бомбы, торпеды, ракеты. У этого озера буквально было двойное дно. На глубине около 20 метров в озере лежит слой затонувших деревьев и веток. А под ним решетка. Если под эту решетку что-то провалится, найти это почти невозможно. О том, сколько всего отправили нацисты на дно озера, исследователи спорят до сих пор. Говорят, что 2 десятка ящиков только с золотыми слитками, общим весом около тонны. Говорят про большой стальной пенал, наполненный бриллиантами. Но точно, конечно, никто ничего не знает. 16 мая американский патруль арестовал Отто Скорцени на берегу этого самого озера. Было абсолютно очевидно, что Скорцени пытался что-то спрятать. Американцы немедленно вызвали водолазов. Операция была технически очень сложная, большая глубина, темная вода, лес этот, который затоплен на дне. Но все же удалось поднять со дна контейнеры с пачками денег. Это английские фунты стерлингов. Сумму насчитали огромную, несколько миллионов. Но все банкноты оказались поддельными. Эти самые лжефунты немцы специально печатали в годы войны, чтобы обрушить экономику Великобритании. А вот золото на дне озера Топлиц водолаз так и не нашли. Возможно, Скорцени действительно его хорошо затопил. Но, скорее всего, операция на озере Топлиц была просто отвлекающим маневром. Пока немцы ловили Скорцени, пока они поднимали эти фальшивые фунты, настоящее золото везли в австрийский город Грац. Оттуда его можно было отправить через горы в сторону Италии или, например, на юг, к морю. Уже в нулевые историкам удалось найти участника той операции, которого звали Адам Есинович. В годы войны он служил в хорватской дивизии СС, как раз под Грацем. И Есинович это рассказал следующее. Их отряд привезли ночью на железнодорожную станцию. Там вагоны, в вагонах запечатанные ящики. Разгружают до утра. Работами распоряжались священники, помощники местного епископа, которого зовут Алаис Худель. Груз перетащили в грузовики. Дальше грузовики отправились на юг. Золото повезли в разных направлениях, в основном к Средиземному морю. Спрашивается, а при чем тут священники и епископ? На самом деле, 60-летний епископ Австрии был помощником нацистов. После капитуляции Германии он помогал в переправке офицеров СС в Южную Америку. И некоторые исследователи считают, что он же курировал и трансфер нацистского золота. Что совершенно логично. Если он увозил людей, конечно, он увозил и золото. У него были негласные связи с неаполитанской мафией. У мафии был небольшой собственный флот. Так что часть золотого запаса Гитлера вполне могла переплыть через Адриатическое море на лодочках итальянской оргпреступности. Мнения о дальнейшей судьбе сокровищ расходятся. Некоторые исследователи считают, что золото прибыло в Венецию. Историю какую спираль делает. Опять золото привезли в Венецию, как когда-то из Византии. Другие историки считают, что ценности из Граца отвезли на побережье Словении, потому что там вплоть до конца мая стояли 2 дежурные подводные лодки нацистского ВМФ. И вот эти лодки могли доставить золото в Неаполь. А после 24 мая субмарины эти внезапно пропали. По третьей версии, золото могло на грузовиках доехать до города Пиран в Югославии, а затем с помощью тех самых же подлодок уплыть в Италию. Якобы ящики с золотом отправились в подвалы Ватикана, а оттуда уже в Южную Америку. Понятно, что при этом минимум часть золота могла осесть в сейфах папской столицы. Ватикан, мы знаем это, у нас был выпуск про то, как крысиными тропами немцы убегали в Латинскую Америку. И мы знаем, что Ватикан служил главной точкой на маршруте вот этого бегства немцев и, соответственно, бегства золота в Южную Америку. Бывшие нацисты бежали в Латинскую Америку, и вот по подсчетам специальной комиссии примерно 9 тысяч человек, и из них 5 тысяч примерно осело в Аргентине. Президент Аргентины тогдашний Хуан Перон
открыто симпатизировал Рейху и всех этих нацистов у себя с удовольствием принял. В Буэнос-Айресе работали филиалы немецких банков. Историки утверждают, что правительство Аргентины получало огромные взятки за выдачу чистых паспортов и разрешений на въезд. Ну, очевидно, что так оно и было. В Аргентине бывшие эсэсовцы устроили себе на золото Рейха вполне неплохую жизнь. Они держались вместе и строили себе такие закрытые немецкие общины. Там они общались только со своими, испанский и итальянский никто не учил, потому что в Аргентине еще на итальянском говорят. В целых пригородах, и вы знаете, в одних из самых красивых мест возникали целые деревеньки или возникали целые кварталы, где жили бывшие офицеры СС. Одни открывали бизнес с поддельными документами, а других президент Перрон брал на работу. Ну, это уже, как говорится, совсем другая история. До сих пор мы говорили про золото, которое нацисты пытались спрятать или вывести. Но есть еще одна интересная тема, это так называемый «золотой поезд Гитлера». Точнее, легенда о золотом поезде. Найти его пытаются уже десятки лет, но пока никто не нашел. История начинается в Нижней Силезии. Это такой регион, посмотрите на карте, он расположен на юго-западе Польши. До 1945 года эти земли были в составе гитлеровской Германии. Эту территорию почти не бомбили. Место было вполне безопасное, поэтому после того, как в Берлине разбомбили Рейхсбанк, часть золотого запаса отправили сюда. Весной 1945 года советские войска начинают наступательную операцию в Нижней Силезии. И немцы начинают думать, как это все эвакуировать-то. По легенде, сокровища погрузили в 12 вагонов. В начале апреля золотой поезд выехал из Вроцлава в направлении города Валжбих. Дальше состав въехал в тоннель на окраине города и бесследно исчез, будто бы растворился в воздухе. Ну, конечно, раствориться он не мог. Некоторые считают, что золотой поезд въехал в секретный тоннель. Дело в том, что на территории Валбжиха располагался фашистский проект «Великан». Что это такое? Это гигантская система секретных тоннелей и секретных шахт. Сейчас совершенно невозможно сказать, зачем немцы ее строили. По одной из версий они готовили новую ставку для Гитлера. По другой, туда планировались перевести производство секретного нового оружия Фау-2, чтобы спрятать все эти ракеты от авианалетов. Документов не осталось, а вот сами тоннели остались, по ним даже водят туристов. Например, в горах Осовка сохранился прям настоящий подземный город. Там огромные залы, высота потолков 12 метров, тоннели по 2 километра длиной. И это только то, что сохранилось, и только то, что нашли. Вообще, конечно, тоннели были гораздо длиннее. Вот есть версия, что в одном из этих тоннелей стоит золотой поезд. Впрочем, никаких следов или даже намеков на этот поезд найти так и не удалось. А историю эту рассказал один польский шахтер, которого звали Тадеуш Славиковский. Значит, он дружил с немцем. Одна бабка дружила с другой бабкой, которая с третьей бабкой дружила. Вот он дружил с немцем, который в 1945 году работал в этих краях на железной дороге. И якобы своими глазами он видел, как поезд вошел в тоннель как раз в районе 65-го километра. А потом появились рабочие, тоннель взорвали и замаскировали его так, как будто никакого тоннеля не было. В 70-е годы Славиковский вышел на пенсию и начал этот золотой поезд искать. Он получил разрешение на раскопки в районе 65-го километра, но ничего он там не раскопал. Тогда же мифическим поездом заинтересовалась служба безопасности Польши, но тоже ничего не нашла. Уже в 2015 году в Европе пресса буквально встала на уши. Исследователи Петр Копер и Андреас Рихтер объявили, что нашли золотой поезд с помощью георадара. Но вскоре оказалось, что они нашли только искусственные насыпи, которые не соответствовали официальным картам местности. И нашли еще загадочные пустоты в земле на глубине 8-9 метров. Тем не менее, замминистра культуры Польши пообещал начать официальные раскопки. То есть фактически подтвердил, что что-то там есть. Но поляки за исследование браться не спешили. Даже если золотой поезд удастся найти, возникает проблема. А кому же он будет принадлежать? Тут же какая ситуация? Прежде всего, сокровища найдены на территории Польши. Значит, страна может претендовать как минимум на часть золота и на часть трофейного искусства, если он там есть. На то, что вывезли из польских музеев и замков. Но это только часть. Россия же тоже сможет претендовать на часть драгоценностей.
Во-первых, на золото казачьего корпуса, а еще на компенсацию за то, что было вывезено из Советского Союза. Если на золотом поезде действительно ехало еще итальянское или, например, хорватское золото, то эти страны тоже, что называется, зайдут в долю. В общем, по итогу ничего не ясно. Есть же история знаменитая с галеоном, да, который нашли где-то в водах Колумбии, и на него претендуют сразу испанцы, потому что это их был галеон. На него претендуют власти Колумбии, потому что нашли в их водах, и претендуют на него Мексика, Перу, потому что это золото и серебро, которое было награблено у индейцев. В общем, судебные тяжбы идут уже, по-моему, лет 15. На сегодняшний день комендант Вроцлава дал следующее распоряжение. Если горожане найдут золото, они обязаны заявить в полицию. Присваивать клад себе нельзя. По закону попытка вывести или продать находку считается кражей государственного имущества. И дадут за это 8 лет тюрьмы. В общем, нацистский золотой поезд в Польше так и остался легендой. Но был другой, венгерский, и он действительно существовал. В конце 1944 года Красная Армия подходит к Будапешту. Венгерское правительство решило вывести государственные ценности. И вот в декабре состав из 46 вагонов выезжает из Будапешта. Золотые слитки, украшения, золото-бриллианты, произведения искусства, ковры, столовое серебро, все как положено. Эшелон едет в сторону Германии. Какое-то время его прячут в Австрии. 11 мая, недалеко от Зальцбурга, золотой поезд попал в руки американцев. И они сказали: мы ничего в Венгрию не вернем. Потому что вообще неизвестно, это что на самом деле, чье это имущество, венгерское или награбленное. Понятно, что американцы просто не хотели помогать Венгрии, которая к тому моменту уже находилась в зоне влияния Советского Союза. Американские офицеры забрали себе антикварную мебель, фарфор, серебро, часть золота и украшений продали через военные магазины или аукционы. Деньги пошли в помощь беженцам, которые приехали в Соединенные Штаты. Венгры получили дырку от бублика. Следующая тема – культурные сокровища. Нацисты целенаправленно грабили картинные галереи и музеи всех оккупированных стран. Все это вывозилось в Германию. Это была часть культурной программы Третьего Рейха. Как мы помним, по образованию Гитлер был художником, и он вообще-то разбирался в истории искусства. И вот он планировал собрать музей фюрера в родном городе Линц в Австрии. После победы Германии над всем миром этот музей должен был стать величайшим художественным музеем мира. Картины и ценности для этого музея собирали, то есть грабили по всей Европе. Некоторые предметы фюрер купил вполне законно, но очевидно, что 99,9% коллекции было украдено и вывезено с оккупированных территорий. Сам Гитлер предпочитал, что называется, старую школу, особенно немецкую и голландскую, классическую такую живопись 19 века. Из Бельгии для его коллекции вывозили Вермеера, например, знаменитый Генский алтарь, например, знаменитую Мадонну Брюгге Микеланджело. Из Польши вывезли даму с горностаем Леонардо да Винчи, вывезли картины Рафаэля. А еще было же общество Анненербе, которое охотилось за историческими и всякими сакральными артефактами. В Вене они забрали пресловутое копье Лонгина. Редчайшая вещь, по преданию. Стражник пронзил этим копьем самого Христа, который был на кресте. Вывезли корону императора Священной Римской империи. Гитлер хотел вернуть их в Германию, чтобы символически подтвердить свою власть. Потому что когда-то это же была Священная Римская империя германской нации. Выходило, что Гитлер немножко и император был. Когда немцы подходили к Ленинграду, из Екатерининского дворца утащили янтарную комнату времен Петра I. Немцы ее демонтировали за 36 часов. Упаковали в ящики и вывезли в Кенигсберг. И там ее следы теряются. Ее до сих пор не нашли. Из музеев Краснодара, из музеев Ростова-на-Дону вывезено огромное количество античных золотых украшений. Там монеты, керамика. Всего из советских музеев пропало более 1 миллиона единиц хранения. При этом искусство Восточной Европы и искусство России немцы, конечно, считали второсортным. А в музей фюрера оно попасть не могло. Поэтому предметы эти особо не берегли. Использовали их для чего? Украшали кабинет нацистских чиновников, продавали по дешевке или вообще уничтожали при отступлении. В 1944 году Гитлер распорядился спрятать лучшую часть своей коллекции в соляной шахте в Альпах, близ озера Альт-Аузей.
Здесь отдыхал Геббельс, здесь отдыхал Кальтенбруннер. Возможно, кто-то из них посоветовал Гитлеру спрятать полотна в соляной шахте. И вот по приказу фюрера в шахтах оборудовали 137 музейных помещений. Стены соляной шахты обшили деревом, поставили стеллажи с полками, провели освещение, даже телефон провели. Все предметы, а немцы, мы знаем, люди скрупулезные, распределили по категориям. Значит, в одних залах живопись, в других гобелены, в третьих скульптура. А еще прямо под землей оборудовали лабораторию для реставраторов. Здесь эксперты проверяли состояние шедевров. И если что-то было не так, если они в пути портились, их реставрировали. То есть настоящий подземный музей. В конце войны Гитлер отдал приказ уничтожить все содержимое шахты, потому что он понимал, что все заберут союзники. В шахту занесли 8 ящиков с надписью «Осторожно, мрамор». На самом деле, конечно, никакого мрамора не было. В каждом ящике лежало по 500-килограммовой авиабомбе. И скоро эти бомбы должны были привести в действие. Тогда шахта взлетела бы на воздух прямо со всем подземным музеем. Взорвать шахту должны были горняки, которые в этой шахте работали. Но они этот приказ саботировали. Их, конечно, не столько волновало искусство, они в нем не разбирались, их волновали вещи куда более практичные. Ну, во-первых, они своими руками уничтожили бы шахту, в которой работали целые поколения их семей. Во-вторых, в результате взрыва, конечно, пострадали от взрывной волны поселки, которые стояли наверху. И так или иначе, 4 мая 1945 года они вынесли большую часть бомб на вагонетках и спрятали их в закрытых штольнях. Но нацисты что ж не дураки, они поняли, что взрывов не было. Поэтому 5 мая горняки исполнили, что называется. Они взорвали небольшие заряды у входа в шахту. Вход завалило. Теперь можно было не бояться мародеров. А дальше, через 3 дня, пришли опять американцы. Ну и понятно, что, значит, вся эта коллекция досталась им. После войны большую часть нацистского золота найти так и не удалось. Ну, скорее всего, она осела в банках третьих стран. Например, такая неочевидная страна, как Португалия. У Лиссабона были с Гитлером договоренности по поставкам вольфрама. Это один из главных металлов для оборонной промышленности Германии. Из него делали бронебойные снаряды, его добавляли в сталь для авиационных двигателей, ну еще много где использовали. Немцы платили за вольфрам золотыми слитками. И вот по данным американской разведки, Германия перевела в Португалию золото на сумму 150 миллионов долларов. Это в ценах 1945 года. Еще 120 тонн золота приехало в Португалию через Швейцарию. Швейцарский национальный банк выступал посредником, чтобы скрыть немецкое происхождение слитков. После войны Португалия долгое время отказывалась признавать. У нас вообще никакого золота нет. Вы что, сумасшедшие, что ли? У нас тут вино, только портвейн есть. Золота у нас никакого нет. И только когда уже союзники мощно надавили, страна сказала: ну ладно, да, золото мы нашли, и вернули копейки. Около 4 тонн. Остальное осталось в золотом запасе страны. И Лиссабон не допустил никакие комиссии к проверке своих хранилищ. Еще одна часть золота осела, скорее всего, в банках Турции. Турция поставляла в Германию хром, который был необходим для производства стали. Гитлер лично контролировал дипломатические отношения с Анкарой, чтобы поставки не прекращались. По оценкам американской разведки, Германия переправила в Турцию 15 тонн золота. На фоне Португалии немного, но для турецкой экономики того времени это довольно значимая цифра, я вам скажу. Турция официально не принимала золото с клеймами банков оккупированных стран. Поэтому что делали немцы? Но не нужны вам такие клеймы и не надо. Слитки переплавляли и ставили новое клеймо. Довоенное клеймо Рейхсбанк 1938 года, а то, может, и раньше. И так они выглядели, как будто это золото из старых госзапасов Германии. В 1946 году трехсторонняя комиссия по золоту потребовала вернуть награбленное золото. Турция вернула слитков всего на 800 тысяч долларов. Никакой проверки турецких хранилищ не последовало, потому что началась холодная война, Турция стала щитом против Советского Союза, и вообще конфликт был не нужен, его решили избежать. Теперь давайте поговорим про Латинскую Америку. Ну, мы уже обсудили, что сюда переехали тысячи бывших нацистов и перевезли часть своих капиталов. Но отследить их непросто. Нацисты не ввозили в Аргентину, буквально слитки со свастикой. Вместо этого они использовали швейцарские банки.
Деньги переводили в Аргентину через немецкие корпорации, через немецкие некоммерческие организации. У иммигрантов были даже свои банки. Немецкий трансатлантический банк и германский банк Южной Америки. В 2022 году, то есть вчера, буквально вчера, внутреннее расследование обнаружило по крайней мере 70 счетов, принадлежавших нацистам-иммигрантам. Самое удивительное, что один из них в тот момент все еще был открыт. А какая судьба ждала драгоценности, которые все-таки нашли? В августе 1945 года Потсдамская конференция постановила, золотой запас Третьего Рейха нужно поделить поровну между странами-победителями, то есть между Британией, Соединенными Штатами, Францией и Советским Союзом. Но на деле, как это часто бывает, все сложилось иначе. Поделить нужно было золото, найденное в шахте Меркерс. Его было два вида. Монетарное золото, то есть слитки с клеймами банков. Его должны были разделить между странами, банки которых ограбили нацисты. Второе – это золото жертв, то есть личные предметы, украшения, драгоценности и так далее. Их собирались отправить в фонд помощи жертвам Холокоста. Для подсчета монетарного золота собрали специальную комиссию. Она насчитала 337 тонн. Самую большую долю получила Бельгия, почти половину, 142 тонны. На втором месте Италия, еще 100 тонн. Это вдобавок к тому золоту, которое, вероятно, вывезли на территорию Италии контрабандой. Нидерланды получили примерно 70 тонн. Австрия в качестве компенсации получила около 25 тонн. Это довольно забавно, учитывая, сколько драгоценностей нацисты спрятали в австрийских горах. Советский Союз в этом процессе не участвовал. В Потсдаме Сталин отказался от претензий на золото, захваченное союзниками. Взамен Советский Союз получил полный контроль над немецкими активами в своей зоне оккупации. Почему это было сделано? Сталин надеялся найти золото Третьего Рейха в Берлине. Но когда Красная Армия захватила здание Рейхсбанка, там валялись жалкие 90 слитков. Это чуть больше тонны. Но еще было какое-то количество валюты. С находками в Меркерсе, конечно, это было не сравнить. Но советское руководство надежд, как говорится, не теряло. После войны на территориях Тюрингии, Нижней Силезии, Восточной Пруссии, сегодня это Польша и, соответственно, Калининградская область, началась операция под кодовым названием «Крест». Спецгруппы МВД искали немецкие тайники. Не только золото, но и предметы искусства, промышленные объекты и архивы. Спецгруппы использовали трофейные карты и показания военнопленных. Часть поисков увенчалась успехом. Например, удалось найти большие немецкие архивы в польском замке Вольфсхайм. В горах Осовка нашли станки для производства ракет, нашли запасы вольфрама, и нашли тоже золотишко. В шахтах в районе города Геттингена нашли ящики с золотыми монетами и платиновыми слитками. Прошло полвека, и скандалы вокруг золота нацистов разгорелись с новой силой. В 1995 году Всемирный еврейский конгресс обвинил Швейцарский национальный банк в хранении золота нацистов. Про Швейцарию-то мы должны же поговорить в этом выпуске. По версии, во время войны банк принимал награбленное золото, зная, что оно награбленное. Прозвучали обвинения в том, что швейцарцы сознательно хранили золото погибших евреев и не выдавали его наследникам. Значит, они выдумывают абсурдные правила, швейцарцы, вроде а вы принесите справку, что ваш предок погиб в концлагере. Сначала, в ответ на эти обвинения, Швейцария молчала. Все-таки давление общественности и еврейских организаций велико. Началось внутреннее расследование. И вы знаете, результаты были просто шокирующие. Во-первых, выяснилось, что на протяжении всей войны Швейцария реально покупала у Рейхсбанка золото. Всего примерно на 440 миллионов долларов по тому курсу. Понятно, да, что это было золото, которое немцы украли в других странах. Но швейцарцы вопросов не задавали. Что золото и золото. Во-вторых, специальная комиссия нашла 54 тысячи спящих счетов. Что это такое? Это счета, по которым уже десятки лет не было никаких обращений. Скорее всего, хозяева умерли. При этом банк продолжал списывать с этих счетов комиссионные и не предпринимал вообще никаких попыток найти наследников. Счетов было в общей сумме на 2 миллиарда долларов. Швейцарские банкиры старательно делали вид, что не знали вообще, что это за счета. Но понятно, что это же не просто деньги лежали на счетах. Эти деньги были использованы
в операциях банка, в инвестиционных операциях, в покупках недвижимости, да в чем угодно. Скандал был просто колоссальный. Масло в огонь подлил еще тот факт, что уже во время следствия работники банка попытались уничтожить документы военного времени. И все это, в общем, разрушило миф о безупречном швейцарском нейтралитете. В итоге банки Швейцарии выплатили фонду Холокоста 270 миллионов франков. Ну, тоже, я вам хочу сказать, копейки. Легенды о золоте нацистов не дают покоя людям по всему миру. То и дело в газетах, в интернете появляются сюжеты про авантюристов, которые пытаются найти сокровища. В основном безрезультатно. Летом 1917 года британские подводники исследовали затонувшее немецкое грузовое судно «Минден». В сентябре 1939-го этот корабль вышел из Бразилии. Шел он в Германию, на борту было 4 тонны золота. Вероятно, золото было реквизировано из банков Южной Америки. У берегов Исландии корабль заметил британский флот. И чтобы судно это в руки британскому флоту не досталось, его затопили примерно в 190 километрах от побережья. И вот 78 лет спустя британские охотники за сокровищами заявили, что нашли в почтовом отделении корабля сундук. Теоретически в сундуке могли лежать золотые слитки. Сама находка моментально вызвала дипломатический скандал, потому что обломки корабля находились в экономической зоне Исландии. Она никакого официального разрешения на погружение, на исследование не давала. После нескольких попыток британцы получили разрешение вскрыть корпус корабля. Но никаких ценных предметов внутри сундука не нашли. Во всяком случае, так было заявлено властям Исландии. По документам судно везло промышленную смолу. А 4 тонны золота, которые якобы там были, куда-то делись. Ну, наверное, растворились в смоле. Или вот история из Голландии. Началась эта история в августе 1944-го. Во время бомбежки голландского города Арнhem пострадало отделение банка. Взрывом разворотило хранилище. 4 немецких солдат собрали разбросанные бриллианты, золото, серебро, запаяли все это в 4 цинка от патронов. И когда немецкие части отступали, зарыли эти ящики под тополем возле деревни Оммерен, в надежде когда-нибудь приехать и сокровища откопать. 2 солдат погибло, 3 исчез. 4 выжил и разболтал проклад в Берлине. После войны за болтуна взялись сотрудники Голландского института военных документов. Они занимались розыском имущества, которое украли нацисты. И ветеран подробно рассказал, вот был такой схрон. Нарисовал карту и пометил крестиком заветный клад. Долгие годы эта карта лежала в голландских архивах. Почему сразу не пошли копать, непонятно. В начале 2023 года Национальный архив Нидерландов рассекретил и опубликовал ряд документов периода Второй мировой, в том числе ту самую карту. После этого в деревеньке Оммерен начался ад. Туда съехались сотни человек с металлоискателями. Они перекопали поля, лес, они залезали с лопатами даже в сады местных жителей. Власти боролись с нашествием как могли. Сначала объявили раскопки незаконными, запретили металлоискатели. Потом сказали, что вообще раскопки опасны для жизни, ведь здесь была линия фронта, и осталось очень много неразорвавшихся бомб и мин. Потом власти развесили объявление, что любые находки обязательно следует передать местным властям, иначе штраф, тюрьма, депортация. Ну, конечно, ни штрафы, ни опасность подорваться на мине никого не останавливает. В деревню Оммерен авантюристы съезжаются до сих пор. Но шансы на удачу, надо сказать, минимальны, потому что власти Голландии, конечно, сразу после Второй мировой пытались отыскать в деревеньке закопанные ящики с драгоценностями, но ничего не нашли. Есть несколько версий, куда делся клад. Например, что его выкопал немецкий мародер, тот самый, который исчез. Либо клад мог выкопать один из сотрудников Голландского института военных документов, который получил ту самую карту. Мог какой-нибудь местный житель это все стырить. Ну, случайно, он мог же увидеть, что немцы закапывают цинковые ящики. В общем, если кто-то поедет искать золото, скажу вам прямо, вряд ли оно до сих пор ждет вас под тополем. Иногда спрятанные сокровища нацистов возникают буквально из ниоткуда и самым удивительным образом. Вот история из 2010 года. В поезде Цюрих-Мюнхен едет неприметный пожилой мужчина. Будем говорить, дед. В сером пальто. В районе баварского города Линдау
В вагон заходят таможники, и это обычная скучная выборочная проверка. Они берут деда, а у деда 9000 евро наличными. И, в общем, это не проблема, можно 10 возить, а у него 9. И он говорит: дед, откуда деньги-то? Он говорит: вы знаете, вот ездил на аукцион, продал картину. И дед очень нервничал, таможникам это все показалось подозрительным. Они решили проверить, что же это за дед-то такой. Мужчину звали Корнелиус Гурлит, и о нем не нашли они ничего. За всю свою жизнь дед ни дня не работал. О нем не было никаких сведений в немецкой налоговой. О нем ничего не знали социальные службы. У него не было даже медицинской страховки. То есть его по документам не существовало. Все это максимально странно для деда 80-летнего. Полиция запрашивает ордер на обыск в квартире Гурлита в Мюнхене. Во время обыска у него находят 1500 ценнейших картин Пикассо, Матисс, Шагал. Вся элита 20 века. Общая стоимость коллекции примерно 1 миллиард евро. Еще раз, 1 миллиард евро. Началось расследование. Дед, откуда у тебя Шагал-то? А отец Корнелиуса был известным немецким искусствоведом, специалистом по современному искусству. Во время войны он помогал продавать картины, конфискованные из музеев или конфискованные у частных лиц. То самое дегенеративное искусство. Работы модернистов вроде Пикассо нацисты презирали, и все это дегенеративное искусство вообще должно было быть уничтожено. А американцы, наоборот, модернистов очень ценили и охотно скупали. И отец Гурлита как раз выступал консультантом и посредником в таких сделках. Через его руки прошли 1000 полотен. Часть из них он припрятал. И после войны, конечно, он никому их не собирался возвращать. В 1956 году он погиб. И вся коллекция логично перешла к сыну, который прожил скромную жизнь, тайно продавая по одной картине раз в несколько лет. Разразился просто грандиозный скандал. Всю коллекцию конфисковали. Старик Гурлит заявил, что произведения были куплены его отцом законно. Исследователи нашли бухгалтерские книги с записями о покупках. Оказалось, часть картин его отец действительно купил еще до прихода нацистов к власти. А, например, 14 картин однозначно были украдены или изъяты у еврейских коллекционеров. Еще почти 1000 произведений вообще попало к отцу неизвестными путями, без всяких записей. Вообще говоря, само по себе владение картинами, которые когда-то украли нацисты, сегодня уже не преступление. С чисто юридической точки зрения срок давности по таким делам истек в 1975 году. Корнелиус Гурлит мог поступить, как было принято у немцев. Покаяться в ошибках отца и отправить часть произведений в благотворительные фонды, а часть оставить себе, и все бы о нем забыли. Но вместо этого Гурлит начал доказывать, что 1500 украденных полотен — это просто семейное наследие, что его отец собирал то, что хотели уничтожить. Он требовал вернуть полотна и заявлял, что никому я ничего не отдам. 3 года скандалов и расследований, и, наконец, Гурлит согласился вернуть половину полотен владельцам. Сказал он следующее: пусть мне вернут мою коллекцию, и мы обсудим условия. Но обсудить ничего не успели. Через месяц, 6 мая 2014 года, Корнелиус Гурлит скончался, а его коллекция по завещанию отправилась в Бернский музей. Что хочется сказать под конец выпуска? Сегодня эксперты считают, что в рамках международных отношений отдельным государствам уже нет смысла официально требовать возврата золота Гитлера. Это только испортит отношения с другими странами. Но вот в частном порядке наследники жертв фашизма имеют право судиться. Например, с банками нейтральных стран, с теми, в которых могло осесть золото. И, скорее всего, количество таких исков в ближайшие годы падать не будет, потому что, как мы понимаем, все эти счета в разных банках до сих пор есть. Что еще хочется сказать? В этом выпуске я делал отсылки к нашим ранним выпускам. Это крысиные тропы, как немцы бежали после войны в Латинскую Америку. Это Банк Ватикана, тоже посмотрите, интересный выпуск был. Ну, собственно говоря, в выпуске о последнем годе Второй мировой войны, если вы их еще не видели, посмотрите обязательно. Ну и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. До новых встреч!